Я не знаю ни одного человека, который пошел бы или поехал в Икею, что-нибудь там затарил, но не зашел похавать фирменных икеевских фрикаделек. Я не знаю, какой секрет какой-то в них сокрыт. Возможно, люди просто нервничают, когда закупают всякое и пытаются стресс заесть. Но вы должны со мной согласиться, они охренительно вкусные, и еще вкуснее они от фирменных икеевских соусов. Фирменные икеевские соусы настолько вкусные, что они прямо в Икее банчат ими. То есть это, собственно, вот этот вот сливочный соус к фрикаделькам и, конечно же, брусничный вот этот чудесный джем, который все обожают с их фирменными фрикадельками. И я всегда думал, что там есть какой-то секретный ингредиент или секретный рецепт, знаете, как 11 специй KFC или около того. Оказалось, что нет. Рецепт их соусов и их фрикаделек просто выложен у них на официальном сайте. Из серии берите да повторяйте, нам пофигу. Респект, повторим. Но начнем с соусов. Состав этого чудесного джема прекрасен. Брусника, сахар, вода. Ну и желирующий пектин, чтобы он, короче, погуще был. Короче, брусника, сахар и вода. Показываю, как повторить. Друзья, небольшое объявление. Когда мы с Вованом решили делать мерч, мы сразу с ним договорились, что у нас на мерч не будет никогда никаких скидок. Потому что наш товар, он для ограниченного числа людей, мы его делаем маленькими партиями, для внутренней коммуны. Те, кто в теме. Поэтому делать на него скидки, ну, просто бессмысленно. Но настала жопа, связанная с коронавирусом. И, собственно, закрыты сейчас многие магазины. Много кого, короче, уволили. У подписчиков, ну, короче, все обеднели. Много свободного времени, а количество бабла стало меньше. Сразу поясню, что дела у нас с Олегом нормально. Денег менеджеру хватает, ничего не закрывается, у нас все как бы есть запас, еще есть нагуленный жирок раньше. Короче, из-за того, что конкретно у наших подписчиков все у многих не очень хорошо, да, но они все равно хотят там дарить своему мужу всякое. Дни рождения никто не отменял. Да. Мы решили ровно на 1 месяц. Я надеюсь, что это продлится 1 месяц. Нет. Короче, пока вот это есть ограничения. Пока люди не ходят на работу. Да. Вот. ВВП сказал, что возможно меньше будет. Возможно меньше, да. Мы решили из цены нашего мерча убрать наш слово интерес, то есть жир, который идет сверху, помимо себестоимости, вышивки и зарплаты менеджеру, сверху идет наш жир, который мы рассовываем все по карманам. Да. Мы на 1 месяц, пока вот у вас у всех, ну, типа у всех нас такая жопа, мы решили, что мерч будет стоить дешевле. Это не скидка, это не какая-то акция, которая будет повторяться. Больше таких скидок не будет в этом году точно. Вот, но на этот месяц наш жир, те деньги, которые мы брали сверху, с мерча, убирается. Такие дела. Скидка достаточно серьезная. Приходите по описанию, там уже в текстовом формате будет все написано, что сколько стоит. Спасибо, ссылка в описании. Два стакана брусники, полстакана сахара и стакан воды. Просто фигачим все это на маленький газ и варим до состояния джема. Та-дам! Соус готов. Не очень сложно, правда? Со сливочно-мясным соусом все немножко сложнее, потому что обязательно нужен бульон. Поэтому я еще с утра начал вываривать говяжий бульон. Я подзолотил косточки в духовке, чтобы они были золотистые, и, собственно, часов 6 вываривал, вот, зацените. Вот он, мой концентрированный говяжий бульон, он уже раза в 3 укипел, так что я думаю, можно процедить. Ладно, джем варится, бульон остужается, бог с ним, это все позже. Основное это, конечно же, фрикаделечки. Здесь выпендриваться не буду, все граммовки будут на экране. Все с официального сайта Икеи. Посмотрим, получится ли у меня сделать похоже. Кстати, все граммовочки якобы на 4 порции. Однако я советую увеличивать все в 2 раза, потому что икеевские фрикадельки, да и любые фрикадельки, они, знаете, не только на обед, они еще в течение дня отлично подъедаются из холодильника вилкой, поэтому лучше, чтобы их было больше. Так, нам нужно 250 грамм свиного фарша. Ладно, чуть побольше. И столько же говядного фарша. Зацените, какой красивый. Посмотрим. И еще побольше. Вот так. Отлично. Теперь берем 50 грамм. Именно 50 грамм панировочных сухарей. На самом деле достаточно много. Несколько столовых ложек. Вот так. 200 миллилитров сливок. И 1 яйцо.
И все это дело взбиваем. Сливки с панировочными сухарями превращаются в такую кашицу, но это, видимо, ингредиент, который обязательно должен быть в икеевских фрикадельках. Ладно, отставим все это дело настояться, теперь нужно поджарить немножко лука. И вы, наверное, будете удивлены, как и я, но на полкило подобного фарша, и там 200 мл сливок, и на 50 грамм этих сухарей, нам нужно всего лишь 2-3 столовых ложки пассерованного мелко нарезанного лука. Маловато? Ну ладно. Я понимаю, почему его нужно заранее обжарить, потому что если сырой лук класть в фарш, то нужно его очень долго выпекать, а у нас фрикадельки маленькие, и там останется хрустящий такой лук, то есть лучше его заранее обжарить. Но почему так мало? Не знаю, я не буду спорить. Также я не буду спорить, почему там нету чеснока. Мелко-мелко-мелко, чтобы в наших фрикадельках лук практически исчезал. А пассируем на сливочном. Лучок слегка подзолотился, стал прозрачный, то есть во фрикадельках уже хрустеть не будет. Ну и да, здесь где-то, ну, наверное, 2-3 столовых ложки. Ну и добавляем все это дело в фарш. В это время джем у нас превращается в джем. Но все-таки одна небольшая хитрость в плане икеевских фрикаделек есть. Они добавляют туда не черный перец, они добавляют белый и перемолотый душистый. То есть вот эти вот здоровенные горошины душистого перца, которые идут там в студень, в бульоны, они размалывают в пыль, в труху душистый перец и добавляют, и это вот реально влияет. То есть я думал, что это, если честно, какая-то другая специя. Нет, это просто душистый перемолотый перец. Чайную ложечку без горки, а то очень ароматная штуковина. Вот этого перемолотого душистого, ну и вот так вот чуть-чуть белого. Ну вот и все. Ну и посолить, само собой. Ну, солить, я думаю, надо на глаз. Но вы помните, что у нас еще сливки с панировочными сухарями. Вот так в самый раз будет. То есть первый секрет — это душистый перец. И второй секрет — они реально вымешивают очень круто этот фарш для фрикаделек. Потому что я вот 2 дня назад экспериментировал, чтобы было похоже, вот как в Икее. И я его вымесил так, ну помешал руками, так типа, нормально. И у меня очень вкусно получилось, но фрикадельки такие раздербаненные. Они их вымешивают прямо до состояния идеального такого шарика. Я, короче, миксером это сделаю. Наша смесь всего. И зацените, как набухли сухари. Вот. С яйцом и сливками. Это тоже все туда. Ну и спустя какое-то время, зацените, однородность практически идеальная. То есть это прям такой крем, из которого уже можно делать фрикадели. И вы, наверное, подумаете, йоу, а что оно такое мягкое? Но оно мягкое, но такое, видите, тянущееся. Поэтому, чтобы удобнее было формировать фрикадельки кругленькие, можно немножко подморозить в холодильнике. Буквально минут 15. Ну, собственно, вот практически уже наш готовый джем. Добавим туда чайную ложечку. Я все-таки решил добавить чайную ложечку чего-нибудь желирующего, буквально капелюшечку, чтобы все это дело загустилось. Обычная желирующая хреновина для быстрого приготовления варенья. Чё по сливочному соусу? У нас тут куча жира, ну потому что бульон вываренный, сверху жир. Я хочу попробовать собрать весь жир куском льда. Давайте попробуем. Берем нашу бутылку просто и крошим на пару кусочков для того, чтобы бульон застыл быстрее. Вот. Бульон остужается, а жир скопится сверху. Кстати, вот он как намораживается на лед. Ждем 10-15 минут. Ну и, собственно, вместо того, чтобы ждать, пока бульон остынет, кидаем туда лед, как я показал. И, как вы видите, весь жир становится твердым. Можно даже уже вынимать ледышки. Вот. На ледышке тоже намерзло какое-то количество жира, смотрите. Вот. И просто собрать его шумовкой. Потому что, собственно, собрать его очень легко. Пинк. А нужно всего лишь бутылка со льдом, просто запихнутая накануне. 99% жира снято за 10 минут, просто подморозилось. Вот фаршец у нас подморозился, зашибись, зацените, какой однородный. О, такой вот красавчик. Настало время жарить. Есть два варианта. Говорят, что можно и в духовочке делать икеевские вот эти вот фрикадельки, то есть их формировать, класть на бумагу для выпечки
и ставить в духовку на верхний жар, там 20 минут они готовы, они же маленькие. Но мне кажется, что для корочки лучше все это жарить на большом количестве сливочного масла. И, чуваки, короче, я смотрел шведские рецепты шведов, шведские шведов рецепты. Они говорят, что жарят на сливочном. Красавчики, мое уважение. Немножечко обычного масла, чтобы все это дело не горело. Здоровенный шмат сливоча. Вот, и начинаем формировать котлетки. Я возьму отдельную чашечку с растительным маслом, чтобы мне можно было смачивать руки. Вот так. И захватывать небольшую котлетку, даже поменьше, вот так. За счет того, что мы их идеально вымесили достаточно долго, у них, как сказать, у них нет изъянов. Я не делаю их супер огромными тефтелями, но и супер мелкими не делаю. Я помню, что они усядут процентов на 20, наверное, то есть станут меньше, поэтому я делаю из них такие пельмени. Вот. Да, действительно, хорошо, что мы их вымесили идеально, то есть они просто супер гладкие, а это значит, что не лопнут, не раздербанятся и не расчекрыжатся. Жарим на небольшом огне, чтобы они успели прожариться внутрь. Если вы не знаете, прожарились они внутри или нет, само собой, фигачьте их, я не знаю, в любую там крынку, на любой противень и в духовочку еще на 15 минут при температуре там 160 градусов, тогда точно дойдут. Но лучше, чтобы, конечно, они были приготовлены прямо на сковороде. Вот, собственно, и они усели немножечко, но ничего. Но все-таки я решил проэкспериментировать. А если в духовочке это сделать с верхним жаром, просто на бумаге для выпечки? Бумага для выпечки и наши фрикадели. Максимальный гриль с обдувом. Посмотрим, что будет через 15 минут. У меня максимально это 250 градусов. Ну а сливочный соус элементарно делается. Это, собственно, сливки и бульон, загущенные на обжаренной муке. С небольшим добавлением соли и белого перца. Кусок сливочного масла. На нем обжариваем столовую ложку муки. Как только обжарили до орехового цвета, добавляем бульон и сливки. Бульон. Так, размешиваем и добавляем супер жирные сливочки. Примерно столько же, сколько бульона. И загущаем. А из специй только белый перчик и соль. Все. Вот такой вот соус к фрикаделькам. Сейчас только загустеет. Как только видим вот такие вот медленно надувающиеся пузырики, знаешь, что соус готов. Он очень нейтральный такой, это всего лишь сливки, бульон, белый перчик, немножко соли. Вырубаем. Так, у нас все готово. Итак, икеевские фрикаделечки из духовки выглядят примерно вот так. Минут 20 мы их жарили. Икеевские фрикаделечки со сковородки выглядят примерно вот так. Тоже ничего. Джем выглядит примерно вот так. Такая загустевшая штука. Ну, идеально выглядит как соус. Вы зацените, какая красота. Пробуем. Но сначала обычная фрикаделька со сливочным соусом. Очень похоже. Я давно был в Икее, но очень похоже. Пюрешка. И отдельно я попробую фрикадельку с клюквенным соусом. Извините, с брусничным. Я не знаю, нужно из-за кадра Саню позвать, чтобы он попробовал, потому что он
не так давно был в Икее, а я пару лет назад. Попробуем. Я, пожалуй, и с тем, и с другим попробую, потому что я обычно так и делаю. Да, очень похоже, по вкусу, по консистенции похоже. И только здесь они более хрустящие получились. Может, это та же со сковородки, я не знаю, как они их делают в Икее, но вообще да, типа практически одно и то же. В целом, если вы большой фанат икеевских фрикаделек, а рецепт элементарный. То есть, ну, брусничный джем — это вообще 3 ингредиента. Сахар, вода и брусника. Сливочный соус — это говяжий бульон со сливками с белым перцем. Единственное, что в фрикадельке они вот супер нежные получаются, у них очень мягкие. Возможно, за счет большого количества сливок добавленных. И все сливки, они там задерживаются за счет вот этих вот крошек, понимаете? Может быть, из-за этого. Ну и, собственно, специя. Единственная специя, ну, белый перец, понятно. Специя, которую они реально добавляют, и она дает вот этот икеевский аромат, это просто душистый перец размолотый. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх вкусным и простым рецептом. Кушайте много, кушайте вкусно. Граммовочки вы все видели. Повторяйте смело. Это прям один в один фрикадельки из Икеи. Всем пока.